Всех приветствую на нашем канале, который посвящен вязанию крючком и спицами. Меня зовут Черкасова Ольга, а канал, кстати, называется Кэт Рукодельница. Сегодня я хочу опять с вами пообщаться, побеседовать, затронуть такую очень насущную, интересную тему. Мне, кстати, на эту тему большинство вопросов приходят именно в личные сообщения о том, как все успеть. И многие, кто уже давно подписан на канал, знают, что у меня многодетная семья, у меня 4 детей, и поэтому я никто иной другой. Знаю, что такое, когда не хватает времени, когда куча разных домашних дел, и не хватает времени на любимое хобби, да, например, на вязание, или это может быть абсолютно любое другое хобби. И как же все-таки с этим справиться? Я даже ходила на некоторые марафоны, которые проводятся бесплатно, о том, как все-таки организовать свое время. И как-то не зашли, в общем, мне их советы. Я поняла, что я не готова тратить еще больше времени на то, чтобы вести какой-то блокнот, записывать свой тайминг, сколько минут туда, сколько сюда. Все равно примерно мы уже знаем, да, на что у нас идет время, что в основном занимает наш рабочий день, так скажем. И поэтому мы должны знать, на что нам нужно сократить время. А хотим сократить мы время, конечно же, на какие-то домашние дела. Да, это там готовка, уборка, не знаю, глажка, стирка. И увеличить количество времени именно на то, чтобы общаться с нашей семьей, и на то, чтобы у нас было время на наше любимое занятие, на наше хобби, а точнее на вязание. Вот, и сегодня я с вами хочу поделиться такими советами, которые именно я использую. Очень буду рада, что если вы, допустим, в комментариях под этим видео расскажете какие-то свои инсайты, лайфхаки, чтобы мы все вместе вот это так объединили в одно большое, и все-таки у нас было очень много времени, чтобы мы не страдали о том, что хочется вязать, ничего не получается, чтобы вот это наше именно плохое настроение не выплеснулось на нашу семью, и чтобы, в общем, кругом было все идеально и счастливо. Так, кстати, заметили, я в прошлом видео, в котором мы тоже разговаривали, показывала вот кусочек вот этого свитера, который я вязала. Сейчас я уже его связала. Кстати, скоро выйдет мастер-класс. Если вы спонсор канала, то во вкладке «Сообщество», тоже на главной странице, вам уже доступна выкройка. Я уже туда для вас выложила, можете пользоваться и даже приступить к вязанию самостоятельно, потому что узоры, которые я использовала для вязания этого свитера, на канале есть мастер-классы, поэтому у вас выкройка и ссылочка на все узоры уже есть во вкладке «Сообщество». Так что заходите, берите, пользуйтесь. Кстати, кто не знает, кто такие спонсоры, я в описании под видео оставлю ссылку, можете перейти и посмотреть. Ну, если вы не спонсор, не собираетесь им становиться, то придется подождать, когда мастер-класс будет все-таки полностью уже готов. И я вам выложу его также в бесплатный доступ на наш канал. Можете потом себе связать такой свитер. Он, кстати, у меня уже любимый. Шикарный получился, такой объемный, теплый. Даже мне захотелось вот именно в нем сегодня перед вами выступить, так скажем. И еще, что я хотела сказать на нашем как-то канале. Снизилась ваша активность. Вы стали меньше проявлять реакции на видео, понимаете? Для YouTube это как бы сигнал о том, что видео неинтересно. И для меня это такой сигнал. Я не знаю, в том ли я направлении работаю, понимаете? Я какой-то делюсь с вами, ну, своим опытом, своими знаниями, своими умениями. Мне очень важно именно видеть вашу реакцию. Поэтому прошу вас, это для вас несложно, займет 2 секунды. Нажмите лайк, подпишитесь на канал, если вы не подписаны. Поделитесь этим видео с друзьями. Я думаю, оно им будет так же интересно, как и вам. Особенно если ваши друзья имеют какое-то увлечение, какое-то хобби. Понимаете, ваша активность скажет YouTube о том, что видео интересно, и он просто покажет это видео большим людям. Для меня это очень важно. Донести, да, вот людям то, что использую я, поделиться чем-то, что может помочь вам, да, в вашей какой-то работе. Поэтому прошу вас, проявляйте активность. Для меня это очень-очень важно. Ладно, я немножко отвлеклась, возвращаемся к нашей теме. Так, я вам расскажу о своем опыте, о том, как все-таки, да, найти это время для себя. Будут такие советы, которые потребуют вложений. Почему вложений?
Сейчас объясню, потому что все-таки домработницу, да, мы не собираемся нанимать. А что нам может заменить домработницу? Это бытовая техника, поэтому вот в плане вложений будет именно что очень много времени помогает освободить именно использование элементарной бытовой техники для помощи. Будут такие советы, которые, конечно, не требуют никаких вложений, которыми я пользуюсь, чтобы свое время расходовать более экономично именно на те дела, которые, да, так скажем, не очень привлекательные, которые делать бы совершенно не хотелось. Затем расскажу немножко о том, как я строю свои взаимоотношения с детьми, чтобы у нас было такое понимание, и опять же, чтобы какое-то все равно нужно иметь время, даже если вы не занимаетесь каким-то хобби, время вот для себя, для вашего релакса все равно у вас должно быть, когда вы наедине, сами с собой. Так, начнем мы с такой бытовой техники, которая нам супер помогает. Это, конечно, стиральная машина. Я думаю, сегодня в 21 веке уже редкость, у кого ее нету. Но к стиральной машине я предлагаю вам купить не еще одну стиральную машину, а машину сушильную. Это вообще просто клад, просто клад. Мы ее купили совсем недавно, когда родился у нас 4-й ребенок. В чем она помогает? Во-первых, допустим, вы выстирали белье, особенно если есть дети, то стирка это довольно-таки частое занятие получается. И смотрите, вы выстирали белье, достаете, нужно все расправить, все так развешать, все красиво, чтобы все расправлено было. Разложить эту сушилку на полах комнаты, если не больше. Она стоит, мешается, все за нее запинаются. Но если у вас есть сушильная машина, то тогда ничего расправлять не надо. Вы просто вот так достали из стиральной машины и все в сушильную машину перевалили. Нужно только будет немного, особенно если стираете постельное белье, то белье вот так закручивается такими спиралями, и нужно немножко расправить, иначе оно не просохнет. Просто все бах, перевалили в сушильную машину, включили, машина высушила. Причем не думайте, что нужно много места для этой сушильной машины. Вообще при подключении нужна только розетка, поэтому не обязательно ее устанавливать в ванной. Понятно, что у нас ванны не самые шикарные по размеру, да, у большинства населения. Поэтому у меня стоит сушильная машина не в ванной, в спальне. Мы вообще с мужем в спальне за место шкафа, шифоньера отгородили сами небольшую гардеробную комнату, буквально там 1,5 на 1,5 метра. У нас спальня небольшая, 12 квадратов. Все классно уместилось. Эта сушильная машина туда здорово вошла. Да, еще у нее поверхность, да, вот это сверху тоже используется. И очень удобно. То есть сушильная машина отсушилась, я тут же вытаскиваю белье, раскладываю по полочкам. Почему сразу раскладываю? В этом тоже есть вопрос. Потому что если у вас есть сушильная машина, то вы можете забыть про утюг. Да-да, это самая главная вещь. И, кстати, и про кондиционер для белья, потому что вещи, которые высохли в сушильной машине, они практически не мятые, они очень мягкие. Даже это особенно заметно вот на полотенцах. То есть ничего гладить не надо, ни постельное белье там, ни полотенце. Нужно подгладить вот только, да, допустим, детям в школу там рубашки, в садик футболочки, мужу там рубашку. И причем глажка после сушильной машины намного проще. То есть вещь, она не дубовая, на ней нет каких-то резких заломов, которые нужно там прям старательно так сидеть, разглаживать. И все получается благодаря этому намного проще. И, конечно, объем белья, который нужно погладить, сокращается многократно. Поэтому советую приобрести все-таки, рассмотреть этот вариант для вложения своего капитала, потому что сушильная машина действительно значительно экономит время именно на развешивании белья, именно на его глажке. Вот, это первый, да, такой платный инсайт. Дальше, что еще у нас тратит много времени и на что его тратить не хочется? Это, конечно, мытье посуды. Я знаю не понаслышке, у меня большая семья, как я уже говорила, и поэтому очень много посуды получается. И на ее мытье идет очень много времени, а еще и воды. И поэтому посудомоечную машину обязательно планируйте. Если вы собрались менять кухню, запланируйте такое вложение, как посудомоечная машина. Очень удобная.
Смотрите, как я и пользуюсь. То есть мы в течение дня там позавтракали, пообедали, поужинали. Я всю посуду просто составляю в посудомойку. И затем включаю ее уже после 11 вечера, то есть на ночь. Она у меня моет посуду ночью, когда свет, да, электроэнергия более дешевая. Это тоже идет экономия, конечно, времени, огромная экономия. Экономия воды. Расход воды резко снижается, когда есть посудомоечная машина. Поэтому советую, огромное время вы себе сэкономите. Так, что еще? Это такой гаджет, называется робот-пылесос. Его можно купить, кстати, не за большие деньги. На Алиэкспресс прекрасные модели. Я, кстати, заказывала на Алиэкспресс, ну, точнее, не я, это муж. Кстати, все вот эти вот бытовые приборы, которые у нас есть, это все были идеи мужа, потому что он тоже, да, заботится о том, что все-таки очень много домашней такой работы, которую можно минимизировать и время тратить более эффективно, так скажем, и жить более полноценной жизнью. Вот. Тоже очень удобная вещь. Купить ее можно в пределах 20 тысяч на Алиэкспресс. Ну, это, да, грубо говоря, такой электровеник. То есть, допустим, мы включили пылесос, это, знаете, даже есть такая у нас традиция с детьми. В зале все сели на диван. Ну, нужно, правда, когда робот-пылесос работает, нужно все с полу поднять, допустим, шторы поднять, чтобы он там в их не запутался. Ну, какие-то игрушки, да, какие-то вещи, там стулья лучше всего поднять, чтобы ничто не мешало движению пылесоса. Мы вот его включили, он примерно 15 минут убирает комнату, и все сидят и следят, как он туда-сюда ездит, такая тишина, все вместе сидим. Но вы в это время, да, можете повязать, потому что телевизор не включишь, все равно робот-пылесос шумит и мешает. Можно, допустим, заняться вязанием и непосредственно общением уже, да, с детьми. Тоже очень классная вещь. Еще по поводу готовочки. Я, допустим, люблю выпечку. Именно, ну, сейчас, знаете, так сильно я уже отошла именно от выпечки. Раньше я постоянно любила что-то выпекать, но хлеб мы постоянно выпекаем сами. И тоже очень удобный гаджет, это хлебопечка. Я в ней хлеб не пеку, мне больше нравится хлеб именно печеный в духовке. Но замесить тесто, не стоять, не париться, то есть все, как хлебопечку все сложила, ингредиенты включила, все, ушла. Через 1,5 часа тебе готовое тесто поднялось уже, все, только бери, хлеб в форму положил. Или я просто вообще делаю батоны без всякой формы. И всегда аромат свежего хлеба, это вообще супер запах. И вкусный домашний хлеб. И хлебопечка, конечно, в этом меня спасает вообще. За тестом не надо ни следить, ни замешивать, все быстро. Вы, кстати, вот многие тоже говорят, да, типа, нет, зачем, что там я на это трачу 5 минут, типа, зачем я буду еще там что-то покупать, тратить кучу денег. Но на самом деле именно вот эти вот, тут 5 минут, тут 2 минуты, тут 10, и в итоге у вас может за день набежать просто чуть ли не 2 часа времени, которое вы просто потратили, а которое вы могли сэкономить для себя, ну или на свое хобби. Как уже, да, кому вот больше хочется, нравится. Поэтому еще один гаджет именно в приготовлении пищи, это, как ее называют, мультиварка, пароварка, скороварка. Ну, в общем, такая кастрюлька, которая готовит под высоким давлением, ускоряет процесс приготовления пищи. Допустим, вы приехали с работы, нужно быстро что-то приготовить. Самое быстрое это, конечно, допустим, мясо с какой-то крупой, к примеру, плов. Да? То есть мясо с рисом моментально готовится. Нарезали морковку, мясо, чуть-чуть там так нужно немножко припустить, обжарить, да, в течение буквально 5 минут это все происходит. Положили рис, воду, растительное масло, все включили, ушли. Через 20 минут у вас просто пропикало, все, готовый плов. Моментом. Не надо долго, то есть тратить время. И можно и суп также в этой мультиварке варить. Особенно если у вас, допустим, более современная модель, она имеет связь через Wi-Fi с телефоном, то есть можно вообще ее удаленно запустить. Как-то, к примеру, да, приехали домой на обед, быстренько закидали туда нужные ингредиенты, потом раз, с телефона включили, все, приехали домой с работы, у вас горячий ужин вас ждет. Очень удобная вещь. Поэтому тоже пользуйтесь. И еще, чтобы именно облегчить процесс приготовления пищи,
Это вот что я использую. Я никогда не покупаю вот маленький объем мяса. Допустим, купила там подложку куриной грудки на супчик. Мы всегда проводим такую закупку мяса, ну, порядка 7 килограмм. То есть это курица, это свинина, это говядина. Беру всегда мясо без костей, чтобы не тратить на это время. То есть я не беру никогда куриную грудку или там курицу целую, всегда беру куриное филе. Потому что, в принципе, оно дороже, да, по деньгам стоит. Но, во-первых, чтобы почистить курицу, это у вас будет и кожа лишняя, и кости, и время, которое вы на это потратите. И в итоге, если все потом сопоставить, то цена, она будет разниться минимально. То есть проще взять будет сразу же куриное филе, чтобы лишнее время вот на это не тратить. Вот мы купили курицу, я сразу же ее разрезаю на кусочки, которые мне нужны будут для приготовления пищи. Например, вот из курицы мы всегда варим суп, то есть любой суп, который я готовлю, я его готовлю именно на курином бульоне. Нарезала эту курочку, кладу сразу в пакетики по 300 грамм, то есть вот я варю суп, кастрюля вот 3,5 литра примерно и 300 грамм мяса. За раз нарезаю, то есть я перед тем, как варить суп, мне не надо каждый раз ходить в магазин, разводить там эту грязь на столе, резать там все это, ножи, да, вот эта доска разделочная вся в курице, в мясе. То есть я вот тоже это время сокращаю. Я сходила один раз в магазин, купила большой объем мяса, за один раз его нарезала и не трачу время, да, вот на вот эти вот процессы, там, как все приготовить себе стол, потом вымыть все руки, посуду. На это тоже все время экономится, понимаете? И затем, когда вы будете готовить еду, у вас будет быстрее намного идти процесс. То есть вы просто взяли, варю суп, взяла пакетик с курицей, все готово, только в кастрюлю бросила, там все само растает, я даже не размораживаю дополнительно. То есть кастрюльку с водой положила, включила на небольшой огонь, оно быстро разморозилось, потом приступаю уже к варке самого супа. То же самое со свининой. Покупаю я карбонаты, то есть такие удобные, да, как куски мяса, которые тоже быстро режу. Из свинины мы в основном готовим гуляш также. Ну, гуляш или какое-то второе блюдо, да. Также пакетики по 300 грамм, допустим, если какой-то гуляш, то беру 2 пакетика по 300 грамм. Если плов, там хватает одного пакетика на 300 грамм. Тоже все моментально готово. Поэтому процесс приготовления пищи намного упрощается. А говядину я беру для фарша. И смотрите, тоже все без кости, нормальное обычное мясо, чтобы было. С минимумом жира, я не люблю всякий жир. И когда я разрезаю куриное филе, на нем тоже все равно бывают вот эти кусочки жира. Вот я все, что мне не нравится, я все скидываю в кучу от курицы, потом режу свинину. Там всегда, конечно, есть сало, тоже его убираю. Просто грубо, не выбирая много, у меня получается, да, такая кучка обрезков. И я эту кучку обрезков не выбрасываю, а отправляю в фарш. И то есть получается, я быстро режу мясо, потому что я не стараюсь там все аккуратненько вырезать. То есть я смотрю, кусок, ага, какой-то жилистый, какой-то сальный, мне не нравится, все, бац, его в фарш. И потом делаю фарш, это вот остатки свинины, говядина, и добавляю еще помимо куриных обрезков, ну, еще несколько вот этих кусочков филе курицы. И поэтому вот этот процесс, когда сам делаешь фарш, намного быстрее разделываешь мясо. То есть быстро раз-раз режешь красивые кусочки на гуляш, красивые кусочки на суп, все остальное бам и в фарш. Тем более для фарша обязательно нужно вот это сало, чтобы котлеты не были сухими. И также сразу же в фарш добавляю лук и все по пакетам фасую. Ну сколько вот, я допустим кило 100 фарша кладу, и на 2 дня котлет нам хватает на семью. К тому же вот эта такая работа, да, вот нарезка мяса, она, согласитесь, все равно вот больше мужская, мясник, потому что это мужчина. И вот эту работу мне с удовольствием помогает делать муж. Я вот обычно все нарежу, а всякие вот обрезки он всегда делает фарш. То есть работа с техникой, мясо, и как бы без всяких проблем всегда помогает. То есть тоже, да, получается экономия вашего времени. Так, ну еще можно вот так же, допустим, замораживать порциями морковь. Но я этого не делаю, потому что мне кажется, что вкус замороженной моркови какой-то невкусный. Поэтому морковь я всегда режу непосредственно перед приготовлением блюда. И еще такой лайфхак один. Я не использую жарение. То есть я не жарю. Допустим, варю суп, я не делаю никакую пережарку, не трачу на это время, не грязню сковороду.
К тому же вкус супа, он, конечно, меняется, но он не становится каким-то невкусным. То есть это какой-то новый вкус, он также приятный, вкусный, да, он другой. И понимаете, вкусовые качества, они сохраняются, но это же меньше калорий, это наша фигура, это наше здоровье, поэтому попробуйте сделать суп без пережарки, вот даже не говоря никому из семьи, просто будет какой-то суп с новым вкусом, как новый рецепт, да, какой-то супа как будто. Попробуйте, сразу же не отметайте, что нет, да ну, вся соль супа в пережарке, совершенно нет, попробуйте. Сварите какую-то небольшую порцию и испытайте, как бы, да, это, потому что я вот действительно перестала использовать всякие пережарки. Это и полезнее для, во-первых, для здоровья, помимо того, что вы сэкономите время. К тому же, вот котлеты, допустим, вы делаете тоже, вот не надо, я вот не стою, я их не жарю в сковороде 1,5 часа, вот так вытираю пот со лба эти котлеты. Очень простой способ. Противень, силиконовый коврик, чуть-чуть смазала маслом, разложила эти котлеты, полчаса в духовке, все. Такие же котлеты поджаристые, румяные, и к тому же, опять же, я говорю, полезнее, чем жарение. Именно запекание это полезнее. То же самое относится к рыбе. Кто любит жареную рыбу. Также обваляла в муке. Все, на силиконовый коврик, смазанный маслом. Положила. Потом через 5 минут перевернула, чтобы вторая сторона рыбки тоже пропиталась этим маслом. Также там, ну сколько, чуть поменьше в духовке, да, минут 20. Такая же жареная рыба. Но опять же, намного полезнее. Она запеченная, она не жареная. И вашего времени вагон осталось, чем прежде вы бы жарили там, вот переворачивали эту рыбу. Очень много времени на это тратится. Поэтому тоже вот здесь я тоже экономлю. Вот я прям не брезгую ни одной минутой, да, потому что из этих минут и складывается наш день, наше время, и поэтому стараюсь его правильно расходовать. Вот, так, еще. Кстати, вспомнила еще один инсайт по бытовой технике. Он тоже, конечно, такой незначительный, но если вы собрались менять свой чайник, то рассмотрите как вариант для покупки чайник с проточной водой. То есть это такой чайник, в котором нету кипятка, в нем просто стоит холодная вода, а нагрев воды происходит именно в момент наливания чая. Вы устанавливаете любую температуру, да, которую вам надо. Может 100 градусов кипяток, может 90, там, может еще... вплоть до градуса вы можете установить. И то есть у вас не будет такой проблемы. Ага, чайник пустой, сейчас пока нужно его вскипятить, на работу опаздываю. То есть всегда просто в чайнике нужно налить холодной воды и тут же наливаешь, и тебе горячий чай любой температуры, который для тебя нужен. И еще в чем плюс такого чайника, особенно когда дома маленькие дети, в нем всегда холодная вода, то есть если даже ребенок что-то там дернет за провод или еще как-то, и чайник упадет, то, понимаете, никто не ошпарится, потому что вода в чайнике это вода вот комнатной температуры, которая у вас в помещении. Поэтому тоже очень удобно, что не нужно там, говорится, попа в мыле, быстрее кипятить воду, там что-то ждать, там чайник, не знаю, или если у вас особенно, допустим, термопот, да, который долго кипятится, там нужно кастрюльку что-то наливать быстрее. Но даже такой чайник, который, да, включаешь, он сразу начинает кипятить воду, тоже все равно его приходится ждать. А здесь налил воды и все готово. Теперь нужно правильно распределить время на наше хобби, на нас самих и, конечно, на общение с нашей семьей, особенно с нашими детьми. Может, как-то это на первый взгляд покажется цинично, но вот сейчас я вам приведу пример, и вам станет все более понятно. Как это правильно сформулировать? Вот многие родители, мамочки, да, или бабушки, они вот как на сетке над детьми наседают. Поймите, что это, я понимаю, что это любовь, это забота, но это идет во вред. Во вред вы лишаете ребенка какой-то самостоятельности. То же самое лишаете его свободного времени. Вот, потому что представьте, да, вот вы приходите, бывает, что придешь, да, в какой-то магазинчик одежды, к примеру, и к вам сразу же продавец подлетает и начинает: вот это берите, вот это посмотрите, вот это вам пойдет, а вот здесь у нас скидка. Ну, согласитесь, хочется уйти из такого магазина, потому что, ну, если, допустим, да, магазин действительно интересен тебе, ты говоришь: подождите, я сама выберу, потом вас позову. Или просто так убегаешь из магазина и больше его потом стороной обходишь.
Потому что вот то же самое и ребенок. Вот ребенок садится, да, допустим, вы пришли в гости, ребенок садится смотреть, ну, чужие игрушки для него новые. И многие начинают вот как на сетке, вот смотри, вот смотри, вот смотри, то же самое. Дайте ему самому освоиться. Он должен сам посмотреть, он должен сам принять решение, выбрать, какую игрушку ему брать. Не надо в этом ему мешать. Понимаете, вот нужно в детях всегда провоцировать, чтобы он как бы шел к самостоятельности. Но причем провоцировать его очень тонко. Вот тоже вам привожу пример. Например, вот все дети водохлебы. Я, кстати, до сих пор водохлеб. Я практически не пью ни чай, ни кофе. Я люблю именно пить воду обычную. Ну а все дети, они в основном водохлебы. И как бежит ребенок, да, мама, налей воды. Конечно, поначалу, пока ребенок маленький, ты ему наливаешь. А потом в какой-то определенный момент, ну вот просто у меня удобно сделано, у меня в ванной так кран, что вот ребенок у меня, младшему ребенку 2 года, он может спокойно открыть кран и налить себе воды. И в какой-то определенный момент он ко мне подходит, да, мама, я хочу пить, налей воды. А я так ему говорю, какой ты стал большой. Ты когда так успел вырасти? А когда маленькому ребенку говоришь, что он большой, это же он. Гордость, ребенок же не любит, что он маленький. Я не маленький, я большой. Мне кажется, я говорю, ты сам сейчас сможешь пойти и налить себе воды. Давай ты попробуешь. Ну, ребенок воодушевился, он большой, он сам. То есть идет и налил воды и бежит ко мне. У меня получилось. Я говорю, о, какой ты молодец. Я говорю, а ты, может, и мне даже сможешь налить воды? И он, понимаете, с удовольствием бежит, наливает еще мне воды и приносит. И мы вместе с ним радуемся. Об этой радости со всеми делимся, какой он большой, какой молодец. То есть, да, бабушке позвонили, папа пришел с работы, ему рассказали, что вот, сам, смог сам. Понимаете? И как бы мы ребенка, да, спровоцировали на самостоятельность, то есть это ему плюс, понимаете, это плюс. Не то, что вы освободили свое лишнее время, это тоже, это как побочное уже такое действие, но плюс в том, что ребенок может делать сам. Понимаете, это все пригодится ему вот в будущей жизни, то есть самостоятельность, она именно вот начинается с каких-то простых, с мелочей, с простых деталей. И потом это все больше, вот в его возрасте, допустим, 2 года, это большое дело, да, пойти самому сделать себе, никого не просить. И то есть сейчас он спокойно захотел пить, взял свою кружку, ну у него, конечно, пластиковая кружка, чтобы не разбил ничего, налил себе воды, попил. И то есть вот таких примеров, вот такой вот мелкой самостоятельности очень много. И я всегда, допустим, если для ребенка нужно что-то новое, например, переезд из маминой спальни в свою комнату, тоже я преподношу это ему как праздник. Как праздник, он большой, он самостоятельный. Никогда не придаю окраску какую-то эмоциональную. Ты не бойся. Там не страшно, там хорошо. Он сам решит, как ему там, сам. Не надо именно придавать какую-то окраску, особенно там не бойся. А чего не бояться? И вот как бы такие вот страхи, которые есть вот у нас. Допустим, мы можем бояться паука, да? И не надо вот этот страх передавать ребенку. Представляете, у меня выключилась запись почему-то на телефоне. Вот, вновь продолжаю. И вот эти вот мелочи, да, которые на первый взгляд кажутся действительно мелочами, они потом помогают формировать именно такой, да, стержень какой-то у ребенка. То есть ребенок может спокойно решать какие-то свои проблемки, да, вот на таком, на мелком уровне, и потом, когда он вырастает, он в жизни становится более самостоятельным, он может самостоятельно принимать какие-то решения в жизни. То есть он не бежит от проблем, чего-то не боится, там забившись, да, в какой-то, грубо говоря, своей норке. Поэтому посмотрите именно вот на общение, да, со своими детьми маленько под другим углом, с другой точки зрения. Вот здесь есть еще такая тонкая грань. Вы просто не подумайте, что я, да, такой изверг, призываю вас, что пусть дети делают все сами, они типа сами по себе. Нет. Нужно играть с детьми, но участвовать в этой игре, понимаете, можно голосом. Вот тоже привожу простой пример. Например, вот у меня младшие дети, им почти 3 и почти 6 лет. Любят играть в игру. Это девочка и мальчик. Кафе. То есть у нас есть, да, посуда, есть пластиковые овощи. И типа они там готовят еду, там пожарили в сковороде, сварили в кастрюле.
И я как бы у них заказываю, да, допустим, мне там пиццу с чаем. И вот они там жарят пиццу, там бегут в ту же самую ванну, наливают мне воды, типа это чай. И все, я участвую голосом, я там как вкусно, здорово, спасибо. И все в таком духе, то есть им интересно, они типа готовят там, что я им заказываю, да, еще разные блюда, там придумываю всякие названия, там не просто пиццу там, да, 7 сыров или как там они называются, ну вот какие-то всякие такие словечки, да, и им это очень интересно, при этом я просто, да, к примеру, сижу на диване, занимаюсь, к примеру, вязанием, ну или еще любым, да, другим вышиванием, чем вы любите заниматься, и одновременно играю с детьми, и всем как бы получается хорошо. То есть больше участвовать старайтесь голосом именно в играх. И не будьте руководителем в игре, идите на правила ребенка где-то, понимаете, чтобы не то, что идите на его правила, пусть он сам создает эти правила игры. Вы можете там где-то скорректировать, если что. Но в основном все отдавайте в руки своего ребенка. Поверьте, вот эти все мелочи, ну вот, которые сейчас как бы мелочи, кажутся нам, да, но они постепенно перерастают все более и более в большую такую долю ответственности. И потом, когда ребенок уже подрастает, ему легче принимать какие-то решения, он не боится каких-то проблем, он не прячется там где-то у себя в норке, не трясется. То есть он уже четко знает, ага, что я тут так сделаю, тут сяк. Он не думает, когда ему кто-то подскажет, он не ждет никаких-то советов, чтобы его кто-то там пожалел. Вот, все как бы вот, ну вот в таком вот духе получается. Вот. Так, на этом это все, что я хотела вам рассказать. Вроде бы ничего не забыла. Вроде все сказала. Знаете, сначала думала, по бумажке буду рассказывать. Но не тут-то было, понимаете? Смотрю в бумажку. Какие-то мысли в голове, все путается. Не могла связать просто 2 слов. Поэтому решила как-то сказать все на память. Если что-то забыла, то допишу кусочек, потом вставлю. Вот, ну, вроде все описала, сейчас сижу, осматриваюсь по сторонам, вроде все вам проговорила, что хотела сказать. Поэтому надеюсь, что я вам этим помогла, может кому-то пригодятся. Да, мой такой опыт небольшой, мои какие-то замечания, наблюдения, обязательно делитесь вашими. И это поможет нам быть более счастливым, потому что это действительно так, это такая гармония, когда у нас есть время на себя, есть время на детей, есть на все время, когда работа вот так вот просто кипит в руках, это дает нам как чувство удовлетворения, мы счастливы, мы радостны, у нас все хорошо. Поэтому это очень важный момент, обращайте на него внимание обязательно, если раньше не думали об этом, то самое время сейчас именно подумать. Вот, на этом у меня все. Если мой рассказ как-то зацепил, как-то откликнулся в вашей душе, пожалуйста, реагируйте на это, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео со своими друзьями. Я думаю, оно будет тоже им интересно, как и вам, раз вы досмотрели меня до конца. Ну и подписывайтесь на канал, конечно, если вы сегодня первый раз со мной познакомились. До скорых встреч, скоро увидимся. Всем пока-пока!